При упоминании конкурсов красоты обычно в голове возникает образ длинноногих блондинок и брюнеток с идеальными параметрами и блестящими улыбками. То они рассекают по сцене в нарядах от лучших мировых дизайнеров, то хвастаются своими формами в соблазнительных купальниках, то представляют свои таланты перед жюри. Однако подобные конкурсы проводятся не только среди молодых девушек, но и совсем юных девочек. По мнению британского журнала The Daily Mail, Настя Князева, обычный ребенок из России, была объявлена самой красивой на планете в 2017 году. Интересно, что происходит в ее жизни на данный момент? Тогда не упускайте свой шанс и читайте материал до конца. Несмотря на то, что девочке всего-то 9 лет, она уже успела добить немалых высот, которым бы позавидовал любой взрослый. Помимо того, что она стала самой красивой девочкой на планете, также материалы о ней публиковались в таких именитых изданиях, как Elle, Комсомольская правда, Kids Russia Magazine, The Sun, Hello и International Business Times. В общем, без преувеличения можно сказать, что об этой личности говорит весь мир. Но и на этом не все. Настя Князева на данный момент работает на телеканале STS Kids в качестве телеведущей. Хоть на нее и свалилась огромная ответственность в столь юном возрасте, она уверенно, без робости справляется даже с самыми сложными задачами. Перед каждой передачей она внимательно ознакомливается со сценарием и часами репетирует свои реплики перед зеркалом. Безусловно, она делает все, чтобы выполнять свою работу на все 100%. Даже некоторые взрослые не так ответственны, как эта маленькая 9-летняя девочка. Когда в интернете только начали появляться новости об этом ангеле и ее успехах в модельном бизнесе, многие пользователи посчитали, что все это возможно благодаря ее влиятельным родителям. На самом деле Настя Князева самый обычный ребенок. Это сейчас она живет в столице, но изначально родилась в Московской области и ничего общего с представителями золотой молодежи никогда не имела. Ее отец трудоустроен в сфере автомобильной промышленности, мать экономист, бизнесменов и депутатов в ее семье нет. Родители, отдавая свою дочь в школу, даже и представить не могли, что ее ждет настолько оглушительный успех. Более того, когда Настя была удостоена звания самой красивой девочки в мире, они были в полном шоке, поскольку никто из них не подавал заявку на номинацию. Уже с самого раннего детства девочка попробовала на вкус модельную жизнь, сотни приглашений, фотосессии для еще большего количества брендов, постоянная смена костюмов, макияжа, прически. Несмотря на то, что у девочки настолько загруженный график, родители не забывают, что она пока что ребенок и ей нужно большое количество свободного времени. Поэтому часть своего досуга она проводит, как и все остальные, за играми на улице, просмотрами фильмов и болтовней с друзьями. Кстати говоря, предложение об участии во внеочередном проекте приходит Насте наперебой. Из-за этого ей и ее маме приходится отказывать многим и выбирать только лучшее из лучшего. Так девочке довелось сотрудничать с такими брендами, как Кисбиана, Амарека, Chubby Kids. Также ее лицо можно нередко увидеть на страницах глянцевых журналов. На этого ребенка свалилась по-настоящему сумасшедшая слава, только на ее страницу в Инстаграме подписано 1,2 миллиона человек, многие из которых искренне восхищаются ее деятельностью. Даже неудивительно, что многие мамы в надежде преобразить своих дочек также одевают их в пышные платья и делают фирменные челки. Но даже и у этой маленькой девочки есть свои хейтеры. Подписчикам кажется, что мама Насти чересчур эксплуатирует своего ребенка ради наживы. Более того, для того, чтобы улучшить ее внешность, она вполне может подкрашивать свою дочку, что абсолютно недопустимо в таком возрасте. В любом случае, у всех этих слухов нет прямых доказательств. Сейчас же модельный бизнес для Насти лишь хобби, а не профессия. Ее родители считают, что на данный момент для нее важнее всего получить качественное образование, чтобы в будущем перед ней были открыты двери во все сферы, а не только в модельном бизнесе. Также помимо учебы девочка страстно увлеклась музыкой после знакомства с Максимом Фадеевым. Она даже успела записать несколько песен. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.